Всем привет! В этом ролике я хочу поделиться впечатлениями о конференции JFall 2019 года. Эта конференция считается одним из самых крупных Java событий в Нидерландах, и проводят ее каждый год, примерно в одно и то же время. Как можно судить из названия, это событие, которое происходит осенью. Есть еще JSpring, которое происходит весной. Аналогичное событие. До сих пор мне доводилось бывать на конференциях Kotlin Conf, Scala Days, но Java все-таки моя самая любимая. Я была действительно очень заинтригована, мне было интересно побывать на каком-то крупном Java событии. Поэтому я выбрала эту конференцию, решила заявиться туда и посмотреть, как это все происходит. Эта конференция проходила в городе Эде в Нидерландах. Сразу скажу, что сам город мне посмотреть не удалось, потому что конференция начинается рано утром и заканчивается уже поздно, когда уже темно и всем уже хочется уставшим идти домой после такого насыщенного дня. Я там не ночевала, я туда приехала поездом с утра, я ехала с пересадками 2 часа с Роттердама. Потом я еще умудрилась попасть в пробку, чего я вообще от такого маленького городка не ожидала. Конференция происходила в здании кинотеатра, которое находилось довольно далеко от центра. Вообще, насколько я знаю, там должны были шаттлы ходить от железнодорожной станции к самому зданию, где проходила конференция. Но шаттлов мне найти не удалось, я нашла какие-то рандомные автобусы, которые просто случайно туда шли. Мне просто повезло, я так попала, не знаю, как остальные добирались. Сама конференция проходила 31 октября, но 30 октября были тоже какие-то события, там связанные с этой конференцией, что-то типа пресс-конференция. И я, честно говоря, понятия не имею, что это за событие, но мой билет не предусматривал, чтобы я туда попала. Но сама конференция проходила 31 числа, и все открывающие события были тоже 31 числа, поэтому я предполагаю, что ничего важного я не пропустила. Первым делом нужно было получить бейджик, то есть ты, когда регистрируешься заранее, когда получаешь свой билет, ты указываешь свое имя, фамилию, и ты должен стоять в очередь для того, чтобы получить бейджик, и с этим бейджиком тебя, в принципе, везде там пропустят, хотя их не сильно и проверяют, на самом деле, туда можно легко и без него везде пройти. Первые сессии выступлений, которые начались в 8 утра, я, к сожалению, пропустила, потому что, как я уже говорила, я потратила очень много времени, чтобы добраться, и я не ожидала, что попаду в пробку. В общем, я успела к 9 утра на само открытие, и впервые в жизни я видела, чтобы IT-событие начиналось не с какой-то там презентации, ни с чего-то такого, нет. Там была группа танцоров, которые специально пришли и станцевали крутой брейк-данс. И это было очень неожиданно. После этого дали слово некоторым спонсорам этой конференции, и из них были там крупные банки в Нидерландах. Они рассказали немножко о своем опыте, о каких-то интересных штуках, которые они у себя в компании используют. С одной компанией из них мы деплоили на продакшн. По результатам опроса деплой в продакшн оказался более захватывающим, чем брейкданс. Конференция была организована голландской Java User Group. Это такое комьюнити, которое организовали в 2003 году, и цель этой комьюнити в том, чтобы развивать Java в Нидерландах, делиться знаниями, находить людей, которые интересуются этим, устраивать какие-то митапы, конференции, то есть находить контакты, расширять этот круг профессиональный. И в этот Java User Group входят фактически все желающие компании, которые могут как-то в это вложиться, которые привлекают своих разработчиков к этим всем активностям, в том числе и наша компания, где я работаю, тоже как бы относится к этой Java User Group. Это очень классная среда для того, чтобы расширять свои профессиональные познания, возможности. На конференции рассматривалось много интересных тем. Например, один презентующий сравнивал производительность различных фреймворков в комбинации с различными JDK. И как выяснилось, что Spring Boot из фреймворков был одним из самых медленных, а Vertex был среди победителей.
был довольно быстрым, но на самом деле нельзя пользоваться этими всеми результатами, как будто бы это правило. Есть много всяких фишек и плюшек, которые можно настроить в каждом фреймворке, и, возможно, если бы что-то было по-другому настроено, возможно, результаты были бы другими. Но это все упоминается тоже в самой презентации для тех, кому интересно увидеть сами презентации со всеми деталями, то есть увидеть полностью выступление. Это можно увидеть онлайн. Обычно выкладывают полностью видео всех выступающих, и можно посмотреть на их сайте. Но я проверяла, сейчас на момент записи этого видео еще нет в сети видео выступлений, но они появятся позже, так как там были люди очень разные, там были разные бэкграунды, там были не только разработчики, и поэтому были более общие выступления. Например, очень хорошо зашел рассказ об истории компьютерной музыки, и человек подготовился очень круто. Вот я бы не ожидала такого общего рассказа, такого фурора, который он произвел, потому что там были примеры, шуточки, какие-то интересные факты. A hit from the early 19th centuries, now sung by a computer. And this might sound familiar to some of you, and since we're in a movie theater... My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. И все это было очень классно иллюстрировано, это все было реально интересно. Этот рассказ реально понравился всем. Go into the heyday of the 1970s. Now, you might not think of Space Invaders as having music. It has a 4-note loop. То есть не только такие очень профессиональные, глубокие технические вещи, но и довольно развлекательные, так сказать, но тем не менее очень интересные попадались. Кстати, приложение там тоже официальное, конечно, для конференции это и есть, и можно было оценивать все выступления, но это нормальная практика. В этом приложении у вас был доступ к расписанию конференции, то есть там был такой таймтейбл, и можно было там выбирать конкретно, на какую сессию вы хотите пойти. Очень сложно было что-то выбрать одно. Что мне не понравилось по поводу этой конференции? Некоторые выступления были на голландском. Приезжало много людей из других стран. Я слышала, как говорили на разных языках там. Много компаний, которые находятся в Нидерландах, они на самом деле довольно интернациональные. Там много очень мигрантов. Поэтому я бы ожидала, что большинство выступлений было на английском языке. В принципе, многие были на английском, но иногда были такие случаи, когда ты приходишь в зал, люди рассаживаются, потом начинается шоу, и начинается оно на голландском, и люди некоторые встают и уходят. Но это, конечно же, полностью голландское событие, поэтому, в принципе, я даже не знаю, как к этому относиться, но для меня это был действительно большой минус. Я, к сожалению, не попала на некоторые сессии, которые выбрала именно из-за этого. Было интересно наблюдать за тем, как различные компании пытались презентовать себя, показать какие-то интересные штучки. То есть у каждого была своя как бы стойка, где они могли что-то показать. И они могли изощряться как могли. Некоторые из них печатали блинчики на таком специальном принтере со всяческими логотипами. Некоторые играли в пинг-понг, некоторые играли в другие игры. Проводилось очень много конкурсов, разыгрывали всякие дроны, камеры, Apple Watch и тому подобное. Угощали вкусняшками, конечно же, ну куда без этого. В общем, это была очень классная обстановка для нетворкинга, потому что многие люди, как известно, приходят на такие конференции не для того, чтобы послушать выступающих в основном, а для того, чтобы расширить свой круг контактов. Ну, конечно, там была стойка Лунатек, мне было очень приятно встретить там своих коллег. Я пошла еще на интересный воркшоп, который занял несколько часов. Это был воркшоп по машинному обучению.
что было не сильно удобно, так это то, что он проводился не в помещении, но все помещения были заняты. И проводилось это в такой огражденной шторками территории, поэтому там было довольно шумно, и поэтому всем раздавали наушники, через которые мы могли слышать презентующего. Нам выдали флешки с проектами, и в этих проектах были заранее продуманы задания, над которыми мы могли работать уже самостоятельно. То есть практически большую часть времени мы потратили на самостоятельную работу. Нам всем раздали плюшевого талисмана Дюка, ну это талисман Java, вот, и задача приложения была распознать, Дюк это или нет, по фотографии, ну, то есть мы показывали на вебку, и приложение делало фотографии и распознавало, Дюк это или нет. Очень интересная была задачка. Еще на конференции, конечно, был обед, там, конечно, кормили, но так как это Нидерланды, то угадайте, какой был обед. Обед — это сэндвичи. Вообще мне очень повезло, потому что билет на эту конференцию стоит где-то 70 или 80 евро. А мне достался бесплатный билет. Я зашла на этот сайт, и я мониторила, когда появятся наконец билеты в продаже. Они не появлялись летом, и я уже посмотрела потом осенью, и когда они появились, я попала буквально на последний билет, который был бесплатно. Там какая-то есть квота небольшая, после этого они уже платные. В общем, это был интересный опыт, и теперь мне любопытно посетить подобное событие в других странах. Надеюсь, вам тоже было интересно посмотреть этот обзор. Я и в будущем собираюсь рассказывать о интересных событиях, на которых я бываю, особенно в IT. Если это какая-то интересная, крутая конференция, то обязательно постараюсь об этом рассказать, показать. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы за всем следить, ставьте лайки. Спасибо вам и до скорого. Пока-пока!